Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем видеотренинг по написанию книги «Напиши бестселлер за 3 месяца». В этом тренинге я дам всю необходимую информацию о том, как написать свою книгу, договориться с издательством и продвинуть ее в топ. Помимо необходимой информации, я выдам все рабочие тетради, шаблоны, дополнительные материалы и также инструменты, которые помогут превратить вашу книгу в бестселлер. Но прежде чем мы перейдем к нашим занятиям, я отвечу на популярные вопросы. Как и зачем пишутся книги? Книги пишутся по-разному. Кому-то удобнее писать сразу на компьютер, в вордовский файл. Кому-то удобнее писать, например, как мне, в блокнот. Также книги могут писаться на работе, в кафе, в дороге, дома. Например, в этой обстановке, в которой мы сейчас находимся, писалась моя первая книга «Как все успевать. 4 навыка эффективного управления временем». Зачем пишутся книги? Зависит от цели. Зачем они пишутся? Кому-то книги помогают продвигать свой бизнес, если бизнесмен пишет книгу о своем бизнесе. Кому-то удобнее через книгу продвигать свои услуги, например, тем, кто занимается коучингом, консультацией. Также психологи используют данный инструмент маркетинга для продвижения своих услуг. Публичные личности книгу используют как дополнительный инструмент общения со своей аудиторией. Что дает книга в современном мире? По большей части книга дает как раз продвижение себя, своего бренда, увеличивает узнаваемость, увеличивает продажи товаров или услуг. Сколько по времени пишут писатели? Все пишут по-разному. Кому-то достаточно 2 недели, кому-то и нескольких лет мало. Например, у меня есть составительская работа «Эффективный мозг. Правое полушарие против левого полушария», вышедшая в издательстве «Весь Санкт-Петербург». Ее я написал за 2 недели, но там текста очень мало, там по большей части упражнения на развитие творческого мышления, логического мышления, коучинговые вопросы и другие разнообразные задания. Поэтому она и написалась так быстро. Каждый ли сможет стать автором? Будет немножко такой двоякий ответ, потому что мы все пишем. Мы пишем сообщения, мы пишем посты. У нас этот навык более-менее хорошо развит, в отличие от людей прошлых поколений. Но если учитывать акцент на том, что написать книгу, то не у каждого этого получится. Мы все привыкли делиться своими эмоциями, переживаниями, ощущениями. Кому-то удобнее выражать их посредством голоса, то есть словесно. Из них получаются хорошие ораторы. И кому-то удобнее писать свои мысли на бумагу. Те могут длительное время сидеть, писать, и предложения у них лучше складываются именно когда они пишут, а не когда говорят. Кому-то удобнее показывать что-то. Если, например, человек любит смотреть видео, блоги на ютубе, то, естественно, у него больше будет стремление снимать похожие видеоблоги. Здесь зависит от вкусовых предпочтений. И главный такой компонент, как я считаю, это любовь к литературе, чтение книг. Если человек много читает, то, естественно, и выражать свои мысли ему тоже будет удобнее через письмо. Стоит ли проходить платное обучение? Честно говоря,
я не советую проходить платное обучение, потому что все великие писатели писали сами. Чем вы хуже этих великих писателей? Платное обучение необходимо будет только в том случае, если вам необходимы какие-то пинки, какая-то дополнительная мотивация, какой-то определенный круг людей, которые тоже пишут, чтобы им помогать, чтобы они вам помогали. Тогда да, конечно же, есть смысл проходить платное обучение. В остальном всю информацию, все инструменты я дам в этом видеотренинге. Я буду очень кратко излагать весь материал, и мы уложимся, я надеюсь, в час. Все темы уложимся в час, может быть чуть побольше, но все необходимое я вам дам. Все ссылки будут к видео, вы сможете прочитать все материалы. Главное писать, писать, писать. Я несколько лет работал коучем в группе по написанию. Ну, работал, конечно, громко сказано. Помогал, скорее всего. И за эти несколько лет книгу удалось написать только 3. Все сначала мотивации много у всех, все вопросы задают, а как это, как то, показывают заинтересованность. Один говорит: ой, я там за месяц целую книгу напишу. Другой: хорош тебе, я 3 напишу, давай, кто больше. И в итоге никто не пишет. Книга — это только один инструмент заработка. Если рассчитывать только на него, то не получится обеспечивать себя и свою семью. Ну, как бы не звучало грустно, но книга — это все-таки только один инструмент из существующих. Многие писатели в жанре нон-фикшн имеют и другие источники, такие как выступления, продажи услуг, у кого-то своя работа, писатели тоже ходят на работу, тоже могут работать, я не знаю, в Пятерочке, в Магните, где-то еще, но полностью надеяться только на книгу у нас в России, по крайней мере, нельзя. Если же все эти ответы не смутили вас, и вы также хотите реализовать свою цель, написать книгу, воплотить свою мечту, то давайте начнем. Меня зовут Баин Баш, я являюсь специалистом в области построения отношений в личной жизни, в бизнес-среде. Также являюсь автором более 10 книг по практической психологии, выпущенных в топовых крупных издательствах России, стран СНГ и Украины. До 2018 года я занимался конкурентной разведкой. В 2018 году стал лучшим бизнес-тренером Центрального Черноземья по развитию навыкам влияния и манипулирования. Также очень много написал книг на заказ для топовых бизнес-тренеров, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. Это такая краткая информация, почему все-таки я могу вам доносить информацию о написании книги. На презентации вы видите несколько моих книг, выпущенных в питерском издательстве, которые я ранее упомянул. И также предлагаю вам ознакомиться с некоторыми отзывами. Ну, без них никуда, они повышают доверие, и нужно их всем показывать. Я раньше собирал все свои отзывы, какие-то упоминания обо мне в папочку на компьютере, называлась «Для самооценки». И все я туда складировал. Но чтобы не портить общую стилистику всей презентации, я их не стал добавлять и выделил только несколько отзывов в едином шаблоне. Также, когда я только начинал писательскую деятельность, 22 года у меня было выпущено, по-моему, 5 книг по практической психологии. И меня стали приглашать на всякие бизнес-форумы, конференции. Я ознакомился с очень знаменитыми людьми. И я был немножко скромный, я боялся попросить отзыв, заселфиться. И поэтому многое упустил. Сейчас я это наверстываем. Итак, отзывы. Ирина Волынец, кандидат в президенты РФ, Руслан Воронин, актер театра и кино, Михаил Сон, психолог, Инна Акуленко, коуч компании IPS, Полина Кондрашечкина, юрисконсул, Тая Воробьевой. Это такие маленькие
нежности в мой адрес. И я думаю, на этом закончим обо мне и полностью сосредоточимся на вас, на вашей цели. Я буду предельно краток, никакой воды, только дам конкретные технологии написания книги. Если хотите разобраться в этом больше, вы, конечно же, можете написать мне в Instagram @bainbash. И также все есть необходимое в дополнительных материалах, которые, как я сказал, будут прилагаться к видео. И я думаю, мы начнем наше обучение. Поехали! Итак, первая тема нашего тренинга – выбор ниши книги. Я предполагаю, что у вас уже есть понимание, о чем вы хотите писать и что вы вложите в основу книги. Но прежде чем мы начнем писать, нужно систематизировать эти знания, провести ряд последовательных действий, которые упростят работу над книгой и также обеспечат тот фактор, что книгу все-таки возьмет крупное издательство в работу и выпустит ее за свой счет, и книга станет продаваться. От правильно выбранной ниши книги зависит ее дальнейший успех. Для начала давайте откроем рабочую тетрадь профессионального писателя. Это полный вариант. Вы ее также сможете скачать. Здесь есть вся необходимая информация по каждой теме, дополнительная информация. Здесь, например, я рассматриваю нишу книги по управлению временем, смотрю, какие отстройки существуют. Также вопросы, которые помогут детализировать вашу идею, и упражнения. После каждого урока в этой тетради будут даны упражнения. Я повторяться не буду и дам только то, что нет в этой тетради. Давайте с вами перейдем на сайт Озон и посмотрим, какие есть популярные книги, например, в нише отношений. Озон. Также можно посмотреть на таких сайтах, как «Читай город», «Буквоед» и других книжных магазинов. Иностранные есть смысл брать, но только после того, как вы изучите русский рынок. В дальнейшем, на протяжении всего тренинга, я буду рассматривать именно книгу о построении отношений, но вы можете выполнить все те же самые действия, только со своей нишей. Если же вы не знаете, о чем писать, то подумайте, уделите этому несколько дней. Например, самые частые вопросы, которые задают на данном этапе, это: а если я не разбираюсь в своей теме? А какого хрена ты тогда собираешься писать книгу? Я пока мало знаю, чтобы писать книгу. Очень хорошее такое уточнение, и с этим связан один эффект. Когда по мере узнавания какой-то информации, чем больше ты ее знаешь, чем больше углубляешься, тем больше появляется неуверенность в том, что вся эта информация правильная. А чем ты меньше знаешь, ты находишься только на начале своего пути, тем у тебя больше уверенность. Третий вопрос, точнее тоже утверждение: я неграмотный. Я тоже неграмотный, я в школе учился плохо, но тем не менее мне это не мешает писать, потому что есть программы для корректировки текста, есть профессиональные корректоры, редакторы, они присутствуют в издательстве, и они корректируют текст. Мы ввели в поиск отношений, и какие книги мы видим здесь? Характеры и отношения, серьезные отношения, международные экономические отношения, социология, политика, международные отношения, наши отношения к храмам. То есть, по сути, эта ниша настолько широкая, что она ничего нам не дает. Очень много всяких разных отношений. Давайте тогда детализируем ее, точнее, сузим.
Например, построение. Это начало отношений, когда только начинается. Что мы видим? Бронислав Виногородский, человек и власть. Здесь в основу взяты стратегии. Охота на самца. В основу взято руководство. Так, это не наша тема. Это уже к бизнесу. Это какая-то высокодуховная. Это тоже не то. Вот, например, книга Таи Воробьевой, и в которой я выступил маленьким соавтором со своей маленькой лептой. Правда, я написан неправильно. Это очень хорошо, то, что по данному запросу она сразу же выпадает в топе у нас. Веды. 40 лет, время желаний. А чё бы не пожелать-то? Ну, слишком мало книг. Вот. Вроде бы тема должна быть популярная, но книг очень мало. Или же не популярная. Вот давайте в этом мы разберемся. Вводим Яндекс Вордстат. Заходим. Перед тем, как вы будете писать книгу, обязательно нужно проверить популярность этой темы. Если она не пользуется спросом, ее не ищут в интернете, то, возможно, и нет смысла ее писать, потому что издательство такую книгу может не принять, а писать в стол — это бессмысленные потери времени, если, конечно же, это не носит какой-то терапевтический характер. Вот, мы зашли в Яндекс Вордстат. Здесь мы вводим нашу специализированное построение отношений. Когда-то, видимо, я уже искал. Подобрать. Что мы видим? Что искали со словом построение отношений? 4608 показов в месяц, спрашивают люди. В месяц. В принципе, это уже неплохо, 4000. Но чем больше показов, тем лучше. Тогда давайте возьмем просто отношения, посмотрим. Вот. Ну, тут тоже как-то непонятно, отношения, они бывают разные. Мы видим 4 948 409. Ну, как бы хорошо, в издательстве, вот тема отношений. А какие отношения? Отношения бывают разные. Например, какие есть тут похожие? Международные отношения 168 тысяч. Это намного лучше, чем 4000. Значит, нужно искать не построение отношений, а как-то по-другому. Как познакомиться, допустим. Так, как познакомиться? 620 тысяч. Неплохо. Одинокая знакомиться. Это уже какой-то запрос на запрещенный сайт, похоже. Ну, в принципе. Давайте я сейчас вам покажу на примере, как это выглядит. Книга. Перед тем, как мы напишем книгу, мы составляем некое понимание нашей книги. И после этого занимаемся ее написанием, составляем бренд-бриф и отправляем в издательство. Бренд-бриф – это некое такое предпродажное письмо издательству. По большей части издательство не читает рукопись, пока они не ознакомятся с бренд-брифом. Поэтому он является обязательным. Писатель должен уметь не только писать, свои чувства вкладывать в книгу, но также быть еще и маркетологом и продажником. Вот, вы сейчас видите мой бренд-бриф на книгу «Искусство влюблять. 15 стратегий завоевания доверия и любви для достижения власти». Книга уже написана, все это отправлено в издательство, мы ведем переговоры. Конечное название я не предполагаю, какой будет, потому что в этом вопросе решает издательство. Последнее слово за ними, потому что они в этом больше разбираются. Ну,
вы можете пойти в напор и сказать, вот мое название будет точно продаваться. Главная цель позиционирования книги. Все это я буду разбирать в другом уроке, но все равно затрону. Вот. Уникальные особенности каждой главы, ключевые концепции. Вот поисковые запросы. Влюбить в себя 1 миллион. История любви. Соблазнение, анализ человека, управление людьми, шпионаж, манипулирование, обольщение, создание отношений. Как видите, все запросы очень такие обширные, и часто люди всем этим интересуются. Значит, есть смысл писать эту книгу. Но при работе с мелкими издательствами навряд ли они будут спрашивать бренд-бриф. Достаточно будет просто сказать им, что книга будет продаваться. У меня несколько раз такое прокатывало. После того, как мы определили популярность нашей книги, выбрали отстройку, как мы будем отстраиваться от конкурентов, мы должны заполнить вот эту таблицу, которая нам даст больше понимания, что представляют наши конкуренты и как нужно выделиться среди них. И мы видим на слайде эту таблицу. Слева мы видим отстройки, которые указаны в рабочей тетради, и также вопросы, на которые мы должны ответить при анализе всех книг. Можно искать эти книги на интернет-площадках, а можно пойти в книжный магазин и понаблюдать за людьми, которые покупают книги в этой тематике. Игнорировать этот момент ни в коем случае нельзя. Как только вы заполните эту таблицу и также выполните упражнения, которые даны в рабочей тетради, мы перейдем к следующему уроку. Ставьте на паузу, после каждого урока ставьте на паузу и выполняйте эти упражнения. Не спешите, как паровоз. Это не даст вам какого-то преимущества. И ставим на паузу. Тема вторая. Определение читателя. Перед тем, как вы начнете писать книгу, вы должны четко понимать, для кого вы пишете, кто будет читать вашу книгу, кто ваша ЦА. Есть определенный список вопросов, который помогает составить портрет своей целевой аудитории. Вы видите их на слайде. И также, когда будете заполнять бренд-бриф, я рекомендую выделить 2 основных ядра целевой аудитории, кто в любом случае купит вашу книгу. В рабочей тетради есть полный список этих вопросов. Также вы можете найти в интернете о том, как составлять портрет целевой аудитории, где есть и дополнительные вопросы. Это все нужно, во-первых, для вас самих, чтобы вы сразу понимали, для кого вы пишете. Писать для мужчин, женщин от 15 до 40, которые покупают книги в магазине «Читай город», это все равно, что тыкать пальцем в небо. Это для всех и не для кого. Поэтому нужно четко понимать, кто же ваш читатель. А во втором случае это нужно для издательства, чтобы оно понимало, какую делать обложку, где именно продвигать книгу. Изучить свою читательскую аудиторию также можно, посещая различные встречи авторов, которые проходят в крупных книжных магазинах. Придите, посмотрите, кто приходит. Точно угадать свою читательскую аудиторию очень сложно. Посещая различные форумы, конференции, я удивляюсь, что очень много богатых людей, которые приходят туда, они не читали книги выступающих спикеров и в большей степени предпочитают узнавать информацию из первых уст, то есть от самих авторов. Также можно узнать свою читательскую аудиторию, просматривая сайты-отзывики и сайты, где рекомендуют книги, где оставляют отзывы. Сейчас сделайте паузу и выполните это упражнение.
Создание писательского образа. Когда читатель читает вашу книгу, у него должен складываться определенный образ вас, вашего характера, кто вы такой, и должно какое-то определенное быть понимание у него. Возможно, оно будет искусственное, а возможно и что-то вы принесете в настоящее. Это необходимо для того, чтобы читатель полюбил вас, полюбил ваш слог, или же наоборот у него возникла неприязнь. Часто так бывает, те люди, которые отталкивают, впоследствии как-то все равно нас притягивают, и мы притягиваемся к ним. Поэтому сделайте акцент на том, каким вы хотите предстать перед читателем. Ни в коем случае нельзя показаться хорошим, писать хорошо, быть как все. Это свойственно многим копирайтерам, когда ты покупаешь статьи, и ты их читаешь, и все они как будто написаны роботом. Нет в ней никакой жизни. А есть наоборот, которые очень много вкладывают в себя и очень мало дают информации. Нужна все-таки какая-то грань. Выполните сейчас упражнение из рабочей тетради и нажмите на паузу. Тема 4. Генерация названий книги. Как только мы провели некоторые действия, которые необходимы для того, чтобы потом не сидеть и не переписывать нашу книгу из-за того, что вот что-то не сходится. Мы изначально определили вектор, по которому будем идти, и который будет идти через всю нашу работу с книгой. Название книги определяется либо в начале того, как мы начали писать, либо в конце. Но я рекомендую выделять все-таки несколько названий книги. Например, когда я отправляю в издательство бренд-бриф с книгой, я выделяю где-то около 3-4 дополнительных названий. В оглавление, в титульный лист ставлю наиболее приоритетные, которые нравятся мне, и в дополнение несколько других. Как выбрать название книги? Посмотреть, какие существуют книги на том же сайте Озон, посмотреть, как они отстраиваются, и, исходя из этого, сделать какую-то свою отстройку, чтобы книга заинтересовала. Название книги и обложка – это все-таки два важных фактора перед тем, как читатель возьмет и полистает эту книгу. Выполните сейчас упражнение, подумайте несколько названий книги. Потом это все может измениться. В течение написания книги меняется очень многое. Заострять, что вот это правильно, я буду этому придерживаться до конца всей работы, тоже не надо. Нужно в этом плане быть гибким. Всегда побеждает тот, кто умеет подстраиваться под ситуации, а не тот, кто как скала стоит и все. Никого не пущу и сам никуда не пойду. Создание фан-группы книги. Это очень такой деликатный вопрос. Не всем он, возможно, подойдет и не всем нужен. Но по моему опыту это желательный момент, чтобы создать какую-то закрытую группу ВКонтакте, где вы будете собирать весь материал. Если вы активный пользователь социальных сетей, листаете, понравилось, это пойдет в мою книгу, а записать, переписать куда-то некуда, делайте репост и отправляйте свою закрытую группу, которая впоследствии может стать такой фан-группой, где будут собираться все ваши друзья. Всегда начинается все с друзей. И также первых поклонников вашего творчества. В рабочей тетради я описал, как оформить эту группу, какие посты выкладывать при продвижении книги, и привел один такой маленький пример, когда я писал книгу «Бизнес-эксперт, продающий личный бренд». Точнее, не когда я писал, а когда продвигал. С этой книгой было очень много всяких странностей. Я познакомился с ведущим редактором издательства IPO Украина на Synergy Global Forum в 2016 году. И мы договорились о написании книги. Ицхак Пентасевич тоже был на нашей встрече. Он, кстати, и косвенно нас познакомил.
И все, договорились, да, книгу выпускаем, очень круто. Но потом какие-то у них там возникли неполадки, потом мне некогда, и в итоге затянулось издание книги на целый год. В течение этого года мы также не могли, не могли прийти к мнению о том, на каких условиях выпускать книгу. Там это все-таки украинское издательство, и у них свои нюансы. Впоследствии нужно было оформить украинский ННН, что очень трудно, я не согласился на это. Потом меня не устраивало то, что если какой-то фрагмент книги окажется в интернете, даже если не по моей вине, как я понял из договора, 400 тысяч гривен я должен был заплатить. Ну, блин, вы чё, ребята? Я им сразу так и сказал. В итоге этот пунктик мы убрали. Они подключили своего юриста. И в итоге сошлись на том, что эта книга будет издаваться без каких-то авторских мне отчислений. Они с нее деньги получают, я не получаю. Ну и в принципе, да и ладно. Книга продается хорошо. Также был еще такой интересный момент, что мне пришло наконец-то заказное письмо из Киева. Я прибежал, не стал ждать курьера, открывая письмо. Вот они, договора, наконец-то. И, значит, сразу покупаю конверт, запечатываю, отправляю, приезжаю домой и понимаю, что договор-то я отправил, но я его не подписал. И потом попросил копию, чтобы мне выслали по почте через интернет. И я распечатал, подписал, отправил Почтой России. И в итоге книга вышла, наверное, где-то в 17-м. Либо в конце 17-го, либо 18-го. Это надо сейчас на Литрес поглядеть. Бизнес-эксперт Верещагин. Александр Верещагин, бизнес-эксперт. Какой год выхода? 2018 год, да. Долго-долго шла работа над ней. А теперь давайте вернемся к нашей рабочей тетради и выполним упражнение. Если вы пока не думаете о создании этой группы, то придумайте, как вы будете коллекционировать ваши идеи, ваши мысли. Я, например, чаще всего использую для этого либо заметки на айфоне, либо же Wunderlist, который установлен у меня на компьютере, на айпаде, на айфоне, и все синхронизируется, все очень удобно. Тема 6. Сбор материала и создание структуры. Это последняя тема, на которой я остановлюсь детально. Все остальные пройду вскользь и быстренько расскажу нюансы каждой. Это, наверное, одна из самых сложных тем, потому что здесь мы собираем весь материал. Материал может собираться за несколько дней, недель, а может и собираться даже несколько лет. Вы собираете материал, и следующий шаг – вы структурируете этот материал. Можете для этого использовать майндмэпы, интеллект-карты, которые синхронизированы также на всех устройствах. Я предпочитаю работать на iPad, это очень удобно и всегда с собой. Всегда можно внести корректировки. Также раньше я использовал вордовский файл, где в виде оглавления структурировал всю информацию. Давайте с вами сейчас попробуем сделать такой маленький набросок нашей будущей структуры, ведь от правильно выбранной структуры зависит четкое изложение всего материала книги. Для начала посмотрим, какие есть программы для создания интеллект-карт. Mind Map. А я что не так написал? Нормально.
Даже давайте с вами попробуем онлайн. Вот. А не один я такой. Создание интеллект-карт, мозговой штурм. Вот такая программа у меня как раз стоит на iPad. Очень удобная, но бесплатной версии, по-моему, нельзя синхронизировать между устройствами, насколько я помню. Онлайн манмэппинг. Угу. Сейчас перейдем в онлайн-программу для создания интеллект-карт и попробуем сделать простую структуру нашей будущей книги, которая в итоге станет оглавлением. Потом я покажу на примере, как это можно делать в вордовском файле. Mind map. Как познакомиться и не облажаться. 10 советов женатым мужчинам. То есть в названии книги мы сразу же отстраиваемся по нашей целевой аудитории. То есть женатые мужчины, которые любят гульнуть налево. Это название нашей книги. Дальше идут главы. В некоторых приложениях можно добавлять ко всем пунктикам, которые мы делаем в майндмэпе, всякую текстовую информацию, назовем это так, которую впоследствии можно открыть и посмотреть, какие мы заметки и уточнения внесли. Глава 1. Глава 1. Что делать, если я женат, а не нагулялся? Вот. В первой главе мы раскроем вопросы, почему мужчины генетически запрограммированы быть поспешными, неразборчивыми в плане секса, и почему у них есть такое стремление, что, несмотря на долгосрочные отношения, поглядывать налево. Вторая глава. Глава 2. Как скрыть от жены свою измену. Остановимся на этой главе поподробнее. В этой главе мы сделаем подглаву, которая будет называться «Как изменять». Также мы раскроем вторую подглаву, которую назовем вот так. Давайте теперь с вами перейдем в вордовский файл и посмотрим, как это можно сделать в более простом текстовом варианте. Для этого откроем шаблон, который у нас есть и который вы можете скачать. Вот, вы видите шаблон, который я хотел, конечно же, показать в следующих темах, но показываю заранее, значит, мы сэкономим время. Почему, как, что здесь обозначено, я покажу чуть позже. Как видите, жирным выделено у нас название главы. Остальные, где мы убрали отступы убирается здесь. Это у нас подглавы. Или же можно это обозначить как часть. Например, часть 1. А здесь записываем. Также для большего удобства, если это неудобно, можно сделать и отступы. Например, глава 1, а здесь мы нажимаем Tab и выбираем название так.
И делаем все по той же схеме. Давайте вернемся к нашей рабочей тетради и выполним упражнения, которые даются в ней. Нажимаем на паузу и выполняем упражнение. Тема 7. Составление уникального торгового предложения книги. Я рекомендую составлять УТП еще до написания книги, чтобы более отчетливее понимать ее уникальность. Давайте сейчас с вами откроем шаблонные УТП и посмотрим, что в основу него входит. Это УТП составлялось для книги «Сила привычек», которая в черновом варианте называлась «5 жизненных сфер успеха». Что-то в этом роде, я уже и не помню точно. Вот, жирным шрифтом я выделил основные части. Цитаты, афоризмы, анекдоты, незаезженные темы, авторские разработки, методики, техники. Здесь желательно было бы уточнить, какие, чтобы издательству лучше понимать. За 1 месяц работы над собой такая отстроечка. Не превышает 30 минут, значит короткие главы. В дополнении книги есть специальная глава, в которой описаны 3 мотива, которые движут людьми. Ранее об этом нигде упоминалось, и стоит также было указать, что она создана на основе прочтения книг, изучения дополнительной литературы автора Альфреда Адлера. Рекомендуемые главы. Это такое примерное УТП книги. Вы можете составлять совершенно другое. Главное обозначить 5, хотя бы 5 основных уникальных моментов вашей книги, которые 5 основных моментов, которые выделяют вашу книгу среди других похожих книг. Подготовка к написанию книги. Как подготовиться, что нужно делать, как правильно писать. Правильно никак не получится писать, потому что у каждого свой стиль, свой способ изложения информации. Кому-то удобнее писать среди народа, когда везде гул, кому-то удобнее писать под музыку, а кому-то наоборот в тишине, в маленькой каморке. Здесь зависит все от индивидуальных предпочтений. Но это все вторично, первично это, конечно же, оформление документа вашей книги. В рабочей тетради я описал основные моменты, какой шрифт использовать, какой кегль использовать, как ставить отступы и так далее и тому подобное. А сейчас я вам покажу примерный шаблон книги, который я сам использую. Открываем шаблон книги. Данный шаблон использовался для написания книги «Старт бизнеса» в соавторстве с Александром Стародубцевым. Как вы видите, имя, фамилия, название книги, подзаголовок, который раскрывает тему шире, другие варианты названия. Отзыв о книге, желательно здесь вставить отзыв известного человека в той нише, в которой вы пишете. Оглавление. Оглавление я рекомендую указывать, хотя многие авторы говорят, что как бы по желанию, но оглавление помогает сразу редактору увидеть структуру. Если ему что-то понравится, он сразу же в поиске введет нужную ему часть и начнет прочтение. Это может повлиять на его решение взять книгу. Об авторе. Смотрите, какой я использую шрифт. Размеры. В основном я пишу, текст у меня 12 размер, цитаты 10 или 11, заголовки у меня, большие заголовки у меня либо 18, либо 21, здесь 24 поставлен.
Заголовки глав, частей у меня 16-18 где-то. Вот, выделяю цитаты курсивом, заголовки жирным. Здесь отзывы можете добавить, ну, допустим, своих друзей. Я заметил такой еще момент интересный, что если вы хотите взять отзыв у известного человека, то дело пойдет быстрее, если вы с ним знакомы. Если вы с ним не знакомы, то по большей части вас проигнорирует. Либо же можете договориться уже с издательством, чтобы издательство взяло отзыв у какого-то определенного человека, с которым у них уже налажена связь. Вы, конечно же, можете использовать другой шаблон, можете писать так, как вам удобнее, но все-таки нужно придерживаться, чтобы текст был разделен на части, чтобы виднелась структура, чтобы и вам было легче в ней ориентироваться, и редактору, который будет впоследствии работать над книгой. Но потом, конечно же, не огорчайтесь, когда вам пришлют с издательства отредактированный вариант книги, где все ваше творческое структурирование книги пойдет коту под хвост. Это я сейчас тоже вам покажу, хотя и не планировал показывать, как это выглядит. Так, закрываем шаблон. Впоследствии вся эта структура не сохраняется, когда редактор, корректор работает над вашим текстом, они уже сами выделяют нужную структуру по цветам, где заголовок, где подзаголовок, чтобы потом удобнее было работать верстальщику. Открываем. Это отредактированная версия книги «Сила привычек». Ага. Тут они уже свой шрифт указали. Вот как ранее называлась книга. Еще обычно указывают в самом начале, что каждый цвет означает, но здесь не указано. Но можно, в принципе, догадаться. Красные — это у нас заголовки идут, это у нас выделенные цитаты идут, или курсив, если подумать. Для кого эта книга? Это уже подзаголовки зеленые, как я понимаю. Ну, как видите, по исправлениям, в принципе, как я ранее говорил, я не очень грамотный. Хотя вообще редактирование — это индивидуальная работа. Один редактор может за другим редактором все исправлять, переисправлять. И обязательно после того, как рукопись будет вам прислана, обязательно ее перечитайте, потому что некоторые редакторы удаляют или исправляют вашу индивидуальную стилистику, которую хотелось бы сохранить, а некоторые вообще вас превращают без характерного автора, о чем я говорил ранее. 5,6 АЛ. Тоже сейчас я уточню. Это 5 авторских листов. Для прикладной литературы в среднем как раз получается где-то 5-7 авторских листов. Не знаю, больше можно или нельзя, это зависит также от издательства. Кто-то может вас попросить дописать, а кому-то будет даже достаточно и 3 авторских листа. Все это я описал, что такое авторский лист, сколько входит знаков с пробелами. Еще часто спрашивают на данном этапе, а где посмотреть количество знаков у себя, чтобы высчитать авторские листы. Они просматривается здесь число слов,
и мы видим знаков с пробелами 223, 290. То есть 5 авторских листов — это, по идее, 200 тысяч знаков с пробелами. Я не знаю, сейчас есть такое, что чем больше авторских листов, тем больше вам денег заплатят. По идее, чем больше страниц, тем выше стоимость книги. Ну, это нужно обговаривать с издательствами, потому что у каждого издательства свои подходы к изданию книги, и, естественно, многие аспекты прописаны в договоре, который они присылают вам. Перейдем в рабочую тетрадь. Посмотрим упражнения. Подготовка. Вот здесь я описал один авторский лист, 40 тысяч символов. Это вопросы на случай того, если вдруг вас настиг творческий ступор, и вы не знаете, о чем писать. Итак, следующее занятие, первые шаги в написании и написании статей для книги мы объединим в один формат, и я сейчас быстренько расскажу, зачем вообще нужно писать статьи. Статьи пишутся для того, чтобы изначально продвигать свою книгу, или же для того, чтобы легче было писать всю книгу целиком, потому что многим авторам слишком трудно сесть и последовательно писать главу за главой. Легче, конечно же, разбить главы на подглавы и каждую подглаву оформить в виде статьи, написать статью, выложить на какой-либо сайт и сделать упоминание о будущей книге. Ну, конечно же, не все порталы, интернет-порталы позволяют это делать, но, в принципе, можно обойти. Например, для одного портала я писал статью, где они вычеркнули название моей книги. Ну, типа это реклама, там стоит 20 тысяч за такую рекламу. Я пошел другим путем, написал следующую статью и начал описывать, и вскользь описываю, что есть такая методика постановки цели Пино, где П это приоритетное, т.д. и т.п. Вот, более подробно она была описана в книге такой-то, такой-то, указывая на свою книгу «Сила привычек». Вот, и что-то там говорил, оформил текст и само название книги так, что вырвать ее из самого текста не получится. И вот так вот она и пошла в итоге в публикацию. Посмотрите на слайд, тема 9, первые шаги в написании. Чтобы книга обязательно стала хитом, нужно, чтобы глава соответствовала следующим пунктам. Новизна, оригинальный формат, уникальность, были статистические данные, авторитетные мнения, собственный опыт, наличие каких-либо примеров, актуальность во времени, секретность, эффект озарения или провокации. Когда вы не знаете, о чем писать, то используйте основные вот эти моменты и избегайте следующих ошибок. Все это есть в рабочей тетради. Здесь более подробно все описано. Используйте это, и будет вам счастье. Где публиковать статьи? Можете в своих социальных сетях у себя на странице, либо же использовать какие-либо известные ресурсы вам, где есть ваши друзья-редакторы, и они могут походатайствовать, чтобы взяли вашу статью. Либо же договариваться самостоятельно, писать на порталы, которые находите по вашей тематике, и пишите им. Можете писать в живой журнал, можете писать на моем сайте buyandbash.ru. Я с удовольствием помогу каждому из вас отредактировать вашу статью, привести ее в очень офигенный вид и опубликовать на своем сайте. Так, что и ты у нас тупишь-то? Тематика у меня здесь любовь, психология, секс, но решил теперь еще затронуть сферу здоровья. И вот
про алкоголь решил написать. Абсолют любви, как построить отношения без боли. Вот, Тая Воробьева тоже у меня здесь пишет. Вот, я указываю всю информацию, также социальные сети, чтобы на вас могли выйти, о вас узнать, с вами информацию поделиться каким-то открытием, которое вы впоследствии можете использовать в своих статьях. Также можете делиться своими статьями. И, естественно, у каждого автора есть своя страница тоже социальными сетями. Я все дорабатываю, все на моем сайте есть. Есть еще возможность публикации подкастов. Все это вам я позволяю делать бесплатно. Вот, например, мы видим сайт 5 сфер компании IPS, топ-5 авторских статей 2018 года о влиянии и коучинге. Анастасия Эльберг. Письменной практики вся правда об утренних страницах. Никогда их не писал и писать не буду. Жизнь в стиле коучинг – самый важный навык на полноценной личности. Юлия Боровик. Что-то пишет, фиг пойми, что пишет, а просмотров дофига. 3 способа общения, как выявить ложь собеседника. На собеседнике концентрироваться, не на себе, Вот и все. Сам себе коуч. 5 шагов для решения личных проблем. Может, когда-нибудь и получится у вас все проблемы решить. Как заставить людей вас обожествлять. Александр Верещагин. Вот, то, что надо. Эта статья вошла в топ-5 авторских статей. Так. Ну и как ее прочитать? Вообще, кстати, я не понимаю, как она вошла в топ. У нее всего лишь 1000 просмотров. Но остальные статьи в той же стилистике вызвали большой резонанс. Давайте откроем. Искусство влюблять. Книга. И посмотрим, как выглядит эта статья уже в книге. Это у нас глава «Создать ситуацию». Не надо ждать. С неба упадет только. Образный аспект. В данной статье я говорю об образном аспекте. В искусстве айлавинга важно научиться. Да. Цитата. Резюме. А теперь подумайте. Вспомогательный аспект, визуальная картинка. И дальше аспекты. Здесь статью я немножко переработал. Точнее, сначала была написана статья, а потом она добавлена непосредственно в книгу. Резюме, задание. Здесь есть задание, там я задания не стал добавлять и вынес их все отдельным файлом для участников моего тренинга по искусству влюблять. И что самое главное, долгое время меня 5 сфер вообще игнорировали, а тут даже тег написали I loving. Да, вероятнее всего так и есть, как написано в статье. Жестко, цинично, но очень честно и правдиво. Спасибо за статью. Жду следующий аспект. Херня полная. Такую инфу вообще нельзя людям давать. Думайте, что пишете или копируете с других сайтов. Есть все-таки немножко такие нежные люди, которые до сих пор верят в Дед Мороза и вечную любовь. Поэтому летает в облаках, пускай летает в облаках. Я пишу только то, что реально вижу. Спасибо, статья очень понравилась. Я уже довольно долго наблюдаю такой феномен, т.д. и т.п. Привыкайте, и не такое про вас будут писать, и куда вас посылать, и угрозами тоже будут закидывать. Это совершенно нормально. Мы ж писатели.
Составление плана продвижения. Это один из самых сложных пунктов в написании книги. Когда вы книгу написали, договорились с издательством, вам в обязательном порядке нужно ее продвигать. Продвигать своими силами, усилиями и, естественно, вложением каких-либо финансовых средств. Давайте с вами откроем вторую рабочую тетрадь «План продвижения». Это пошаговая инструкция, где я описал все возможные виды рекламы и продвижения книг. Некоторые издательства еще требуют отчет, чтобы вы присылали отчет о действиях, которые вы совершаете в продвижении книги. И в конце рабочей тетради привел бренд-бриф книги «Снимите сначала штаны». Позиционирование, цель, общая цель, история создания, конкурентные преимущества, какую потребность удовлетворяет книга, 4 параметра УТП, обсуждаемые характеристики. Это то, что будут, как будут обсуждать вашу книгу. Популярность Powerstart, это примерные виды обложек даже указал, какие я хочу видеть. Есть ли финансовая поддержка? Отзывы, портрет идеального читателя и план продвижения. Стоимость, что сделано, что не сделано, со всеми ссылками. Это план продвижения книги «Маятник и биоэнергетика», издательство «Эксмо». После того, как вы соберете всю необходимую документацию, напишите книгу, вы отправляете все это в издательство и, естественно, пишете красивое сопроводительное письмо. Можно, конечно, попробовать, как в интернете показывает один автор, приложил книгу и прислал вопросительный знак, в ответ ему редактор прислал восклицательный знак и договор. В наше время это не прокатит, очень большой поток рукописи идет, и, естественно, за этот вопросительный знак вас просто не посчитает серьезным. После отправки ждите. В некоторых издательствах можете ждать и 6 месяцев, и даже год в особо крупных. У меня был рекорд в Эксмо. Мою книгу взяли за 1 день. Дело было в том, что там они выпускали серию книг, и не хватало одной книги по той самой тематике, которую я прислал. И получилось, что быстро сработались. Что я могу вам бесплатно предложить? Стать автором статей на моем портале buyandbash.ru, начать проводить тренинг «Алфавит любви». Он здесь у меня. Я выдам методички, сертификаты, рабочие тетради, дополнительные материалы. Все в большом количестве, чтобы вы начали проводить тренинг. Если кому-то из вас показалось, что данной информации недостаточно и кто хочет со мной поработать индивидуально, я составил план коучинга. Коучинг может быть как индивидуальный, так и групповой, где я расписал все пунктики и все наши уроки, которые будут проходить. Стоимость услуг вы видите на слайде. Если же вы хотите организовать тренинг в своем городе по написанию книги, то пишите, звоните, я вышлю всю необходимую документацию о том, как нам взаимодействовать, чтобы организовать мероприятие, и вы получите не только информацию, документацию, но и реальный опыт в процессе нашего обучения. Всем спасибо, дорогие друзья. Надеюсь, этот видеотренинг оказался вам полезен. До новых встреч. Никогда не ешьте успокоитель. Не, на самом деле я не нервный. Я просто решил попробовать.